Привет, друзья! Меня зовут Олег Герд, я иллюстратор, и в этом видео я буду тестировать интерактивный дисплей XP Pen Artist 22 второго поколения. Вот так выглядит эта штука, она довольно тяжелая. Вот такая вот чудесная иллюстрация там сверху. И в этом видео мы будем открывать, смотреть, что же внутри в комплектацию входит, и нарисую на нем иллюстрацию. Видео, скорее всего, получится очень длинным, поэтому, если вам интересна какая-то отдельная тема, да, то в описании к этому видео будет тайм-коды, да, куда вы сможете ткнуть и перейти сразу на интересующую вас тему. И, кстати, спасибо за предоставленный дисплей официальным дистрибьютором на территории России XP Pen. Ссылку на официальный магазин и на его соцсети, также записаться в шоурум можно по ссылкам в описании к этому видео. И что ж, погнали! Что ж, друзья, в коробочке вот такая вот чудесная штучка, она довольно увесистая, у него есть вот такая классная подставка, про нее еще расскажу чуть-чуть попозже, как она работает. Вот, ну, на вид очень круто, вот она стала на стол, вообще совершенно не скрипит, ничего, нет никаких люфтов, очень плотненько сидит, потому что здесь прорезиненные такие штучки есть, которые удерживают его от скольжения. И еще в упаковке есть вот такая штучка, где куча всяких проводочков. Есть, разумеется, инструкции. Вот они, блок питания. Еще проводочек, еще проводочек. Вот такая вот чудесная крышечка есть, которую можно проводочки спрятать в самом дисплее. Вот такая есть перчаточка, чтобы рука у вас скользила и ничего не цепляла. Еще один проводочек, еще один проводочек, еще один проводочек. И вот такая классная штука, это пенал. Вуп. Убираем коробочку. Что ж, друзья, вот это вот все обилие проводочков нам предстоит сейчас посмотреть. Здесь есть блок питания, да, как видите, вот такая вот штука. Он подключается к дисплею. И к нему есть два, собственно, провода, да, для розетки, которая не в России, и для розетки, которая в России. Ну, собственно, поэтому, если вы где-то уже в другой стране будете, то у вас есть в комплекте вот эти вот два проводочка. Также у вас есть провод USB-C, вот они, два наконечника выходят сюда. И есть провод USB, проводочек HDMI. Пенал — это надежно. Хотя не знаю, зачем он нужен, но на самом деле штука вроде прикольная. Наверное, если у вас где-то он валяется или вы куда-то едете, чтобы со стилусом ничего не случилось. Хотя что с ним может случиться, непонятно. И в инструкции, кстати, есть у нас на русском языке, конечно же, как его подключить. Поэтому вот это вот обилие всего, что есть. Телефон, кстати, не входит в комплектацию, извините. Вот, так что если вас это пугает, все проводочки, не бойтесь, в инструкции все довольно круто и просто написано. Все, как подключить и что для этого нужно. Что ж, давайте подключать и устанавливать дрова, конечно же. Ну что ж, друзья, давайте подключим, собственно, наш интерактивный дисплей. Это вот провод из блока питания. Здесь вот такая штучка. И как видите, здесь специальные есть такие крепления, которые позволяют проводам не болтаться и не выпадать, когда вы работаете. Вот такие вот маленькие штучки. У меня это подключилось через USB-C к моему Mac'у. Вот я включаю вот этот проводочек, опять-таки закреплю его. Вот для чего нужна была вот эта вот крышечка. Собственно, чтобы это все не болталось, мы сейчас вставим эту крышечку. Класс. И все классно упаковано. Моя прелесть. Как видите, у этого дисплея есть вот такие вот кнопочки включения вот здесь. Давайте нажмем на нее. И планшет заработал. Давайте теперь стерем эту наклеечку. И вот он. Сразу хочется надеть вот эту чудесную перчаточку, чтобы ничего не залапать. Давайте наденем. Мода, стиль. Пенальчик. Тыкс, тыц. Раскручиваем и вынимаем наш стилус. Наклеечку долой. Ха-ха. Наклеечка сдирается не очень прикольно. Ненавижу, когда так сдираются наклеечки.
Чувствительность к нажатию этого стилуса 8192 уровня, это очень круто. Наклон пера 60 градусов, высота считывания 10 мм, то есть на высоте 10 мм он начинает уже как бы работать. Перо, разумеется, не нужно заряжать, то есть оно работает без подзарядки, вот так оно выглядит. Тут есть две кнопочки, эргономичное, легкое и, собственно, ну очень классно. А в этом, кстати, пенале еще находятся вот такие наконечники, да, которые можно менять. И, собственно, вот здесь же находится вот такая вот дырочка, где можно зажать и вытащить прежний сточенный наконечник. Но по своему опыту скажу, что такие наконечники стачиваются очень-очень долго. И вот так его обратно пальчиком ставить, и его довольно легко поменять. На самом деле комплекта хватит очень-очень надолго. А, собственно, крышка вот этого пенала является подставкой, да, для стилуса. То есть можно его воткнуть сюда, и он будет стоять рядом с вашим интерактивным дисплеем. Все время хочу назвать его планшет. На самом деле это не планшет, а дисплей. Как вы видите, здесь есть вот такой рычажок, который позволит вам нажать и поставить планшет. Его можно использовать, собственно, как обычный второй экран, смотреть с него фильмы. В принципе, штука довольно прикольная. Здесь еще есть ряд кнопочек. При нажатии на них появляются установки, то есть можно выбрать температуру, якость, контраст, размер дисплея, громкость. Тут, кстати, в этом планшете можно подключить наушники. Давайте запустим драйвер. Итак, что здесь есть? Здесь можно сделать калибровку. То есть появляется вот такой белый экран, и нужно нажать вашим стилусом на красные точки, которые появляются в углах вашего дисплея. Это позволяет корректировать, калибровать, чтобы сделать это все гораздо более точнее и лучше, чтобы это все работало. Итак, Pad Settings. Это, собственно, настройки пена, да, настройки стилуса. Здесь можно настроить ластик, правый клик. В общем, здесь все интуитивно понятно для того, чтобы разобраться и настроить все под себя. Вот, наконец-то, мне удалось все подключить. Ну, ощущения от рисования очень крутые, как я уже говорил. На самом деле, я уже пробовал, да, и рисовать на интерактивных дисплеях — это сумасшедше крутое ощущение. Экран здесь не бликует. Этот интерактивный дисплей, да, Artist 22 второго поколения, поддерживает и Windows, и Linux, и Mac, разумеется. Он также, разумеется, совместим со всеми популярными программами. То есть это и Adobe Photoshop, и Illustrator, и Sai, и CorelDRAW, и Krita, и куча остальных. И 3D, разумеется, можно в нем делать. То есть это по факту, ну, продолжение вашего экрана, только с дополнительной возможностью. Вы как бы хотели бы, да, нарисовать всегда на экране, чтобы было четко видно, что именно вы рисуете. Здесь такая возможность есть, и это очень-очень круто. Отличительная особенность этого дисплея еще, да, тем, что у него на самом деле очень-очень точно, как-то, не знаю, да, позиционирование пера находится, то есть даже по углам. Обычно проблема интерактивных дисплеев то, что по углам не очень точное, да, расположение ваше реагирует перо на ваше нажатие. Здесь же, собственно, такая проблема была решена как раз-таки вот доработками со стороны XP Pen. Поэтому даже по углам вы что-то нажимаете, и все точно там, где вы нажали, никаких расхождений нет. Вот перо настолько чувствительное, что вот я рисую в этой своей манере, да, точками. Это вот перо я тестировал специально много-много раз, как оно реагирует именно на такие точки, да, поэтому для меня важно дотворк именно делать, и перо справляется с этим очень-очень хорошо, дисплей, вернее, справляется хорошо, так же хорошо, как и обычные графические планшеты, ну, разумеется, даже круче, потому что, блин, радость и удовольствие рисовать на вот таких вот дисплеях интерактивных гораздо выше, и это прям, ну, это очень крутое ощущение. Вы также можете сами попробовать порисовать, потестировать этот планшет, зайдя в шоурумы, адрес, который вы можете посмотреть по ссылке в описании к этому видео. И, кстати, компания XP Pen появилась в Японии в 2005 году. Представляете, то есть компания уже больше 10 лет. И как раз таки основным направлением деятельности компании является производство и цифровых планшетов. И, безусловно, продукции этой компании, конечно же, можно доверять, она очень качественная и продуманная. И, насколько я слышал, они очень отзывчивы к проблемам пользователей, то есть, если возникла какая-то проблема, можно писать в службу поддержки, они прям отвечают довольно оперативно. Итак, друзья, я записал видео процесса рисования с тигром, чтобы потестировать именно этот дисплей XP Pen Artist 22 второго поколения.
Начал, разумеется, с эскиза. Я использовал инструмент симметрия, чтобы упростить себе задачу, сразу видя, как будет располагаться те или иные элементы в моем рисунке. И начал набрасывать эскиз обычным черным цветом в отдельном слое. Вот в таком виде мне понравился уже скетч. Мне кажется, он довольно такой агрессивный. Далее я сделал черным фон за моим скетчем. И уже начал делать основу своей иллюстрации, основу тигра, чтобы дальше уже в ней работать. Очень крутое ощущение, когда ты рисуешь на интерактивном дисплее, видеть, собственно, все то, что происходит у тебя под руками. Это стоит того. В этом рисунке, как и во всех остальных практически, я использую свои собственные кисти. Вы их можете скачать, кстати, в описании к этому видео. Там будет два пака. Один кисти Half Tone такими точечками, а другой пак это кисти как раз таки вот текстурные, имитирующие такие шероховатости, в принципе, добавляющие такой какой-то рукотворности больше. Я всегда говорю, что не стоит использовать именно инструмент симметрия везде, но в данном случае, когда у меня очень симметричный такой рисунок, то есть у меня правая сторона практически повторяет левая, то это очень упрощает всю работу. Я сделал такое большое пятно и уже ластиком начал там стирать, делая линии. То есть это такой как бы line art, но получается не именно кистью, а ластиком. И вот когда я закончил с этой основой, я уже беру другую свою кисть такими маленькими точками, делаю маску слоя и начинаю рисовать объем моего тигра. То есть у меня настроен и ластик, и кисть с одинаковой кистью, и я то меняю, собственно, кисть, то ластик, да, делаю то темнее, то светлее, тщательно смотря, как выглядит то или иное место, уже отдаляя всю иллюстрацию. Это важно делать, чтобы глаз как раз-таки не замыливался. И опять-таки следует помнить, как располагается свет на тех или иных объектах. Кстати, если вам нравится это видео, не забудьте поставить лайк ему и подписаться на канал, если еще вдруг вы не подписались. Потому что будет еще много интересных видео, и чтобы не пропустить, поставьте колокольчик. И, кстати, покупая планшеты в официальных магазинах в России, вы получите гарантию и техподдержку от сертифицированных специалистов. Когда я нарисовал, в принципе, всю основную часть, да, у моего тигра, я выключил инструмент симметрия, чтобы можно было доработать вот эту вот центральную область, чтобы там стереть, чтобы сделать эту одинаковость левой и правой стороны не такой заметной. То есть где-то я чуть-чуть добавил тени, где-то чуть-чуть убавил. Далее нажимаю кнопки Ctrl-G, чтобы у меня появилась группа, и уже там делаю маску слоя и дорабатываю еще, то есть увожу по контуру, по краю, да, моего тигра чуть-чуть больше в тень. Опять-таки используя свою собственную кисть. Итак, погнали дальше. Я решил рисовать ему такие руки. То есть, опять-таки, использовал инструмент симметрия, чтобы слегка упростить себе задачу. По абсолютно такому же принципу делаю маску слоя и уже рисую какой-то объем. Кстати, лайфхак, когда вы рисуете руки, всегда можно использовать свои собственные руки, чтобы срисовать какие-то моменты. Либо, конечно же, скачать референс в интернете, да, и уже там что-то обвести или срисовать оттуда. Итак, дальше я делаю новый слой, используя Clipping Mask. Вкладываю его в основной слой, где у меня основа этого тигра. И делаю ему такие белым цветом. Собственно, у тигра, как вы видели, такая характерная, да, запоминающаяся расцветка. Поэтому вот это вот белое как раз таки будет делать его больше тигром, нежели каким-то другим зверем. То есть какую-то затемненную область я сделал посредством моих кистей, а освещенную часть я теперь буду делать уже в новом слое, используя опять-таки Clipping Mask. Уже я беру цвет немножко ярче и светлее, чем моя основа, и начинаю рисовать в те места, где у меня будет падать свет, как на руках, так и на самой голове. Чтобы объединить композицию, сделать ее более цельной и единой, я использую вот такие вот всякие декоративные больше элементы, как крестики или что-то в этом роде. И, разумеется, куда же без пламени. Если вы видели видео на моем канале, которое я выкладывал до этого, я уже рисовал такого огненно-глазого волка. И здесь я решил такого нарисовать тоже второго зверя, да, подобной стилистики, тоже, чтобы у него из глаз вырывалось пламя. Когда я нарисовал огонь, да, нужно обязательно сделать, чтобы вот этим же цветом, да, какой основной идет цвет огня,
добавить его в близлежащие области, которые окружают, собственно, глаза. Это вот на брови, да, сделать и на еще на какие-то части, куда может падать свет. Так будет более реалистично смотреться ваша иллюстрация. Никогда не забывайте добавлять такие вот отблески от источников света. Чтобы усилить яркость, я еще добавлю белого цвета, немножко подрегулирую цвета. И чтобы убавить как раз таки тут одинаковость, я немножко раздвину и изменю угол наклона рук, который находится под тигром. Также пламя я расположу на руках еще. Добавим такой слегка мистики. Подобные иллюстрации очень круто смотрятся как на постерах, так и на футболках. Поэтому такие вещи всегда следует делать, подумав о том, как это будет печататься. То есть это будет либо полноцвет, да, где будет очень-очень много цветов, но это уже один вид печати, либо это шелкография, как, например, вот этот рисунок, его можно использовать для шелкографии, поэтому я там использую не так много цветов. Я решил изменить пламя в глазах тигра на такое голубое, потому что мне показалось, что это контрастные цвета, вот голубой, да, и оранжевый, как вот тело тигра, они будут намного круче и интереснее смотреться, нежели вот классический цвет пламени. Немножко доработаем в середине. Обязательно отблески моего пламени надо добавить на ладони, чтобы смотрелось более правдоподобно. Немножко добавим еще цвета, который, в принципе, можно и выключить, а можно и оставить, чтобы сделать и нос, и язык ему порозовее. И вот как раз, чтобы избавиться от вот этой вот симметрии наглядной, да, можно сделать какие-то элементы, которые будут разбивать эту похожесть. И под разными углами я решил сделать такие усы. Они напоминают еще и как усы дракона, ну и добавить такой живости, да, что ли, пластичности. Как видите, вот стоило их добавить, да, и уже тигр не смотрится так одинаково справа и слева. И слегка уведем их в прозрачность, да, чтобы не были такие яркие на концах. Я решил еще добавить больше голубого цвета, чтобы равномернее распределить такие цветовые какие-то блоки в моей иллюстрации. Поэтому я вот слегка-слегка сделал, как будто бы свечение идет из-за тигра. Добавим каких-то интересных деталей в пламя, там подтенения небольших искр, можно сказать. Что ж, вот такая у меня получилась иллюстрация. Надеюсь, вам было интересно смотреть на процесс ее рисования. Получил истинное удовольствие, когда рисовал на этом интерактивном дисплее. Если вы сомневаетесь в покупке, да, подобного интерактивного дисплея, от меня могу сказать, что это очень крутой вообще девайс. Рисовать на нем очень круто, все абсолютно ничего у меня не лагало. Также, кстати, я решил изменить немножко цвет моего тигра и сделал вторую версию в других цветах. Напишите, кстати, какая версия вам нравится больше. Так что, если вы еще сомневаетесь, можно посмотреть и пощупать эти планшеты, порисовать на них в шоурумах. Адрес будет в ссылке в описании к этому видео. И если вам понравилось, поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И увидимся в следующем видео. Пока!